Здравствуйте! Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня я покажу, как слепить из массы для лепки колокольчики и превратить их в символ Нового года. Для работы понадобится масса DAS, верхняя часть пластиковой бутылки, скалка, стеки, акриловые краски. Бутылку оборачиваю пищевой пленкой. Концы пленки заворачиваю внутрь бутылки. Набиваю бумагой для жесткости, чтобы было удобно работать. Я оклеила основу несколькими слоями бумаги. Для того, чтобы нарастить верхнюю часть и создать нужный объем при помощи фольги. Этот этап работы можно смело пропустить и нарастить верхнюю часть заготовки массой для лепки. Просто колокольчик будет немного тяжелее. Бумажный слой не обязательно делать. Второй колокольчик поменьше я сделала на основе лампочки, минуя этот этап работы. Однако вернемся к бутылке. Отмеряю и отмечаю высоту колокольчика. Раскатываю DAS толщиной примерно в 3 мм. Массу DAS можно заменить любой другой самозастывающей массой для лепки. Бумажный слой смачиваю водой. Вода служит клеем для массы. И полностью оборачиваю основу материалом. Разглаживаю слегка смоченными пальцами. Раскатываю длинную колбаску, из нее делаю ободок. Сверху проделываю отверстие для подвески. Теперь приступаю к лепке. Прежде чем прилепить деталь к основе, смачиваю это место небольшим количеством воды.
Когда хорошо просохнет наружная часть колокольчика, сначала разворачиваю пищевую пленку, а затем вынимаю бутылку. Если внутренняя часть еще не просохла, необходимо оставить работу еще на какое-то время. При необходимости можно слегка зашкурить края. Теперь приступаю к окраске. Окрашиваю круглой плоской кистью. Набираю небольшое количество белой краски, окрашиваю фактически сухой кистью, легкими постукивающими движениями. Окрашиваю выступающие поверхности таким образом, чтобы фон оставался виден. Плотно закрашиваю только глаза. Темно-коричневой краской закрашиваю все углубления – ноздрей, рта, глаз и ушей. Очень мокрой кистью с небольшим количеством темно-коричневой краски растушевываю, размываю водой тени. Покрываю акриловым лаком. Теперь сборка колокольчика. Чтобы продернуть джутовую веревку, можно воспользоваться ниткой или тонкой проволокой. Нанизываю крупную бусину. Она будет служить стоппером. С помощью проволоки продергиваю веревку в отверстие колокольчика.
Челочку я сделала, распушив толстую джутовую веревку. Надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, не забывайте включать колокольчик. Я отвечу на любые ваши вопросы. А теперь посмотрите, пожалуйста, еще несколько идей других авторов на тему «Бычок – символ года».